В непростом геополитическом окружении Южного Кавказа Армения все более уверенно ощущает поддержку влиятельных международных акторов, которые разделяют ее стремление к долгосрочной стабильности, прочному миру и устойчивому демократическому развитию. Недавние заявления высокопоставленных представителей Исламской Республики Иран и Французской Республики стали ярким свидетельством этой поддержки, наглядно демонстрируя, что Армения не остается один на один с многочисленными региональными вызовами и смотрит в будущее, опираясь на плечо надежных партнеров. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, выступая на авторитетной площадке ереванского диалога, предельно четко обозначил принципиальную позицию Тегерана относительно процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Его настойчивый призыв к скорейшему достижению всеобъемлющего и справедливого мирного соглашения прозвучал как отражение глубокой заинтересованности всего региона в установлении долгосрочной стабильности и добрососедских отношений. Однако особое значение в его выступлении приобрело твердое и недвусмысленное заявление о категорической недопустимости любых попыток изменения сложившейся геостратегической конфигурации региона. Эта принципиальная позиция Ирана является ясным и недвусмысленным сигналом против любых планов силового перекраивания существующих границ и навязывания Армении решений, которые могли бы противоречить ее фундаментальному суверенитету и жизненно важным национальным интересам. Поддержка иранской стороной концепции «перекрестка мира», которая предполагает развитие региональной связности на основе принципов взаимной выгоды и инклюзивности, в противовес деструктивной коридорной логике, открывает реальные перспективы для формирования новой архитектуры регионального сотрудничества, основанной на экономическом прагматизме и учете интересов всех вовлеченных сторон. Особое внимание, которое заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства уделил стратегической важности Армении для Ирана как единственной страны-члена Евразийского экономического союза, имеющей с ним общую границу, красноречиво свидетельствует о глубине и многогранности двусторонних связей, основанных на многовековой истории, взаимном уважении и общих экономических устремлениях. Готовность Ирана задействовать весь свой значительный дипломатический потенциал для содействия установлению прочного и справедливого мира в регионе вселяет сдержанный, но ощутимый оптимизм и указывает на общее стремление к построению Южного Кавказа как пространства стабильности, сотрудничества и процветания. Параллельно с этим Армения ощущает мощную и недвусмысленную поддержку со стороны Французской Республики. Визит министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в Ереван стал яркой демонстрацией непоколебимой солидарности французского народа с народом Армении. Его однозначная и твердая поддержка процесса мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, сопровождаемая настойчивым призывом к скорейшему подписанию и безотлагательной ратификации соответствующего всеобъемлющего соглашения, со всей очевидностью свидетельствует о глубокой заинтересованности Франции и всего европейского сообщества в установлении долгосрочного и справедливого мира на Южном Кавказе. Особую ценность в заявлениях французского министра представляет недвусмысленное и категорическое подтверждение приверженности Франции суверенитету, независимости и территориальной целостности Республики Армения, подкрепленная конкретными практическими шагами в сфере двустороннего оборонного сотрудничества, направленными на последовательное укрепление потенциала Армении в обеспечении собственной безопасности и защиты своего суверенитета. Весьма важным аспектом поддержки со стороны Французской Республики является глубокое понимание и искреннее одобрение европейского цивилизационного выбора Армении. Заявление Жана-Ноэля Барро о том, что Армения вовсе не одинока в своем твердом стремлении к полноправному членству в Европейском Союзе, звучит как мощный и воодушевляющий сигнал поддержки демократических реформ и европейских устремлений армянского народа. Министр Европы и иностранных дел Франции особо подчеркнул, что в основе этого стратегического выбора лежат общие фундаментальные ценности, незыблемые принципы демократии, уважение к основополагающим свободам человека и гражданина, а также безусловное верховенство закона.
Несомненная готовность Европейского Союза оказывать Армении всестороннюю и последовательную поддержку на этом непростом, но исторически важном пути, включая активное сотрудничество в рамках Европейского фонда мира и запуск предметного диалога о долгожданной либерализации визового режима, со всей очевидностью демонстрирует серьезность намерений Брюсселя в отношении будущего Армении как неотъемлемой части большой европейской семьи. Примечательным и весьма показательным эпизодом, наглядно иллюстрирующим поддержку суверенитета Армении, стало принципиальное и бескомпромиссное заявление посла Исламской Республики Иран в Республике Армения господина Мехди Собхани относительно категорической неприемлемости любых попыток силового навязывания так называемого Зангезурского коридора. Его предельно четкая и однозначная позиция по этому чувствительному вопросу, озвученная непосредственно в Сюникской области, регионе, имеющем ключевое стратегическое значение в данном контексте, стала прямым и недвусмысленным ответом на агрессивную и провокационную риторику, которая периодически звучит из Баку, и продемонстрировала твердую и непоколебимую готовность Ирана последовательно отстаивать свои жизненно важные стратегические интересы и поддерживать хрупкий региональный баланс, в котором суверенитет и территориальная целостность Республики Армения являются незыблемым и безусловным принципом. Таким образом, в нынешней непростой геополитической ситуации Армения не просто декларирует свое стремление к миру и устойчивому развитию, она ощущает за своей спиной надежную поддержку влиятельных международных партнеров, которые разделяют ее фундаментальные ценности и видят ее будущее как суверенного, стабильного и процветающего государства, играющего важную роль в региональных процессах. Заявления, прозвучавшие из Тегерана и Парижа, являются убедительным свидетельством того, что мировое сообщество внимательно следит за динамикой развития ситуации в регионе и готово оказывать Армении необходимую всестороннюю поддержку на ее сложном, но полном надежд пути к безопасному, стабильному и достойному будущему. Эта поддержка играет ключевую роль в последовательном укреплении позиции Армении на международной арене и в эффективной защите ее национальных интересов в условиях сохраняющейся региональной нестабильности и многочисленных внешних вызовов. Постскриптум. Отметим, что Франция на деле укрепляет присутствие в Сюнике. 2 июня в Горисе откроется почетное консульство. Франция делает новый дипломатический шаг в армяно-французских отношениях. Уже 2 июня в городе Горис Сюникской области откроется почетное консульство. Этот жест символизирует не только углубление двусторонних связей, но и растущий интерес Парижа к южным регионам Армении. Почетным консулом назначен Кармен Апунц, армянин по национальности и директор Центра франкофонии в Горисе. Его фигура хорошо известна в регионе благодаря активному продвижению французской культуры и языка. Армянские СМИ подчеркивают, что этот шаг может носить не только культурный, но и геополитический характер. Сюник все чаще оказывается в фокусе международного внимания. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.